Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Дорогие друзья, всем большой привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я буду вязать вот такую небольшую рельефную салфетку крючком. Ее диаметр 28 сантиметров. Я ее вязал крючком 2 миллиметра. И вот такой пряжей. Эта пряжа называется Евро Рома Фиоре. Это бразильская марка пряжи, поэтому в странах СНГ, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан вы такую даже не найдете. Но чтобы вы примерно опирались на толщину пряжи, которую вам выбрать, в этой пряже 500 метров и 150 граммов. Рекомендованный крючок под эту пряжу 2 мм, ну я таким и вязал. Но вы можете использовать абсолютно любую хлопковую пряжу, а желательно, чтобы это был 100% хлопок, потому что хлопок лучше держит форму после блокировки. Эту салфетку нужно блокировать обязательно, потому что в процессе работы она где-то немножечко кривит, где-то немножечко стягивает и фалдит, поэтому, чтобы она вся раскрылась и стала идеально ровная, нужно ее обязательно после уже самого вязания ее заблокировать. По схеме в этой салфетке 20 рядов, но я провязал 24 ряда. Оригинальную схему этой салфетки я приложу сейчас здесь в видео после этого начального момента. Вы можете поставить на паузу и посмотреть. Также в своем инстаграм я выложу фото этой салфетки. Вы можете найти это фото и в карусели, если вы будете листать вправо эти фотографии, то там также я приложу эту схему. Вы можете себе ее сохранить и вязать оригинальную салфетку по схеме. Либо вы можете оставаться со мной и вязать по видео, чтобы у вас получился точно такой же результат. Если будете вязать эту салфетку, то отмечайте меня обязательно хэштегом «Вяжу с Дуду» в Инстаграм. Мне очень хочется посмотреть, что же у вас получится. Я обязательно полайкаю ваши работы, сделаю скриншоты и, как всегда, буду показывать в конце своих видео. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю. Сзади придерживаю эту нить. Теперь я вставляю крючок под первую нить и вытягиваю вторую. При этом у меня вот здесь образуется вот такая петля. И теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить и вытащить. Вот так я зацепил крючком нить. Аккуратно здесь вот так пальцем придерживаю. И эти пальцы из кольца, вот здесь у нас получилось, я вытаскиваю. Аккуратно, чтобы ничего не развалилось. И обратно вот так руками придерживаю. Вытягиваю нить в петлю и затягиваю. И вот у нас получилось кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик я заменяю. Я выполняю 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Это первый столбик с одним накидом. И еще в это кольцо нам нужно провязать 15 столбиков. Накид. И в это кольцо мы вставляем крючок, вытягиваем нить, у нас 3 петли на крючке и провязываем сначала 2 петли, потом оставшиеся 2. Вот у нас получился второй столбик с одним накидом. Накид, опять в кольцо, вытягиваем петлю и провязываем столбик с одним накидом. И таким образом нам нужно провязать всего вместе с воздушными петлями подъема 16 столбиков с одним накидом. Вот я провязал, получается, 1, 2, 3, 4 столбика, и 5-й это воздушные петли подъема. То есть мне нужно провязать еще 11. Сейчас я провяжу 11 столбиков, всего 16, и тогда я вернусь и покажу, как вяжем дальше. Итак, вот я провязал 16 столбиков с одним накидом, считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь воздушные петли подъема, это 6-й. То есть всего 16 столбиков. Теперь мы за вот этот хвостик тянем и затягиваем наше вот это кольцо. То есть столбики между собой мы замыкаем. Чересчур сильно не тяните, чтобы случайно не оборвать этот хвостик. Теперь этот хвостик я вот так кладу сверху нашей рабочей нити, чтобы его замкнуть. И теперь во вторую воздушную петлю подъема я вставляю крючок и выполняю соединительную. То есть
Все, мы замкнули наш ряд. Таким образом, первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик, который у нас там сзади болтается, я его вот так беру и обратно сюда, уже сверху рабочей нити, вот так сюда кладу. То есть мы его немножечко сейчас еще сюда вплетем. Но в дальнейшем, когда мы уже побольше провяжем, этот хвостик можно будет сзади крючком между петель, между столбиками спрятать и обрезать хвостик, кусочек, который останется. Теперь выполняем одну воздушную петлю подъема, накид, и вокруг первого столбика, в нашем случае это воздушные петли подъема, нам нужно связать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот я сделал накид, я вставляю крючок вокруг, прям за сами воздушные петли подъема, то есть не в вершину, как это обычно делается, а прям за сам столбик мы вот так цепляем за воздушные петли подъема предыдущего ряда, вытягиваем петлю. Вот у нас 3 петли на крючке, и здесь мы уже провязываем как обычный столбик с одним накидом. Таким образом он у нас получается рельефный лицевой, потому что мы его захватили за сам столбик. Теперь выполняем накид, и вокруг следующего второго столбика выполняем точно так же рельефный лицевой столбик с одним накидом. То есть вот мы вначале выполнили вокруг первого и вокруг второго столбика по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Теперь выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид. И вокруг каждого из следующих двух мы выполняем также по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Первый, и вокруг следующего также рельефный лицевой. Далее опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид. И вокруг каждого из следующих двух выполняем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вокруг каждого из следующих двух также выполняем по одному рельефному лицевому. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. У нас получается 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом и 4 воздушные петли между ними. Провязали второй ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли, и теперь в вершину самого первого столбика мы просто соединяемся соединительной петлей. Таким образом, вот у нас получилось 8 групп по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И везде между ними по 4 воздушные петли. Таким образом, наш второй ряд завершен. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид. И вокруг каждого из этих первых 2 столбиков мы также провязываем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. То есть вокруг первого рельефный лицевой, накид, и вокруг второго рельефный лицевой с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, и в арку 4 воздушных петель, которая у нас сразу следующая идет, мы в нее вяжем 1 столбик с одним накидом. Вот так. Далее 2 воздушные, и вокруг каждого из следующих 2 столбиков мы также выполняем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Первый и второй. Опять 2 воздушные, накид, и сразу же в следующую арку мы выполняем 1 столбик с одним накидом. 1, 2, и у нас идут рельефные лицевые столбики. Опять 2 столбика. Вот что у нас здесь получается. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. У нас вокруг каждого столбика идет также по одному рельефному лицевому, и в арку у нас идет просто 1 столбик с одним накидом. И здесь у нас по 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли. Здесь у нас столбик с одним накидом в арку. И здесь с самым первым столбиком мы в вершину просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, и точно так же вокруг каждого из этих 2 столбиков мы выполняем по одному рельефному лицевому столбику
с одним накидом. Раз. И второй столбик вокруг следующего. Вот так. Далее у нас 2 воздушные, накид. И вокруг следующего столбика с одним накидом, который у нас был в арке, мы выполняем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Вот я сделал накид и вставляю крючок вокруг столбика и провязываю вокруг него рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять накид, и вокруг этого же столбика еще один рельефный лицевой. И нам нужно провязать 4 таких столбика. Раз, два я провязал. Третий и четвертый рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот вокруг одного столбика. Вытягиваем немножечко петлю, вытаскиваем крючок, вставляем крючок в самый первый провязанный столбик из этих 4. Цепляем нашу вот эту петлю, затягиваем и протаскиваем. Вот у нас получился вот такой попкорн. Теперь 2 воздушные, и у нас уже раппорт повторяется. Выполняем накид, и вокруг каждого из следующих 2 столбиков вяжем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Первый накид, и вокруг второго также рельефный лицевой с одним накидом. То есть вот что у нас здесь будет получаться. У нас раппорт уже повторяется. Выполняем также 2 воздушные петли, накид, и вокруг следующего столбика выполняем 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Раз. Второй. Третий. И четвертый рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вытягиваем немножечко петлю, вытаскиваем крючок. Крючок вставляем в первый из этих 4 столбиков. Захватываем нашу петлю, затягиваем и вытаскиваем ее. Вот у нас получился попкорн. Опять 2 воздушные, накид, и вокруг каждого из следующих 2 столбиков мы выполняем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Все. Далее у нас уже опять 2 воздушные, попкорн, 2 воздушные, 2 столбика. Вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 4-й ряд до конца, выполнили последний попкорн, 2 воздушные петли, и теперь в вершину самого первого столбика мы просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 5-му ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг этого же первого столбика нам нужно провязать 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Первый накид. И вокруг этого же столбика выполняем еще один, второй столбик рельефный лицевой с одним накидом. Теперь 2 воздушные, опять накид, и вокруг уже следующего столбика мы также провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Раз. И вокруг этого же столбика второй. Опять 2 воздушные петли. Пропускаем вот это все дело, то есть вот эти арки, попкорн, и сразу же вокруг следующего столбика, где у нас 2 столбика было, вокруг первого выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. То есть в этом ряду мы работаем только вот с этими столбиками рельефными лицевыми. Вокруг каждого вяжем по 2 столбика. Опять 2 воздушные, накид, и вокруг следующего столбика также 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Опять у нас 2 воздушные, накид, пропускаем вот это все, и вокруг следующего уже опять выполняем 2 рельефных лицевых. Опять у нас 2 воздушные, и вокруг следующего уже опять 2 столбика. Вот что у нас здесь получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца, выполнили последние 2 рельефных лицевых столбика, 2 воздушные петли. Вот это мы, как обычно, по рисунку пропускаем. И в первый столбик рельефный лицевой в вершину мы соединяемся соединительной петлей. Все, вот что у нас получается. Если кажется, что немножечко у вас работу стягивает, вы ее вот так пальцами расправляете. Мы все равно салфетку нашу будем блокировать, и все будет хорошо, все будет ровно. Теперь приступаем к 6-му ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид,
И вокруг каждого из этих первых двух столбиков выполняем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Первый накид, и вокруг второго столбика также один рельефный лицевой столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли, накид, и сразу же в следующую арку, которая у нас здесь была между столбиками, 2 воздушные петли, мы в нее выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих двух столбиков. Затем сразу же без всяких воздушных петель мы вот эту арку пропускаем, и вокруг каждого из следующих двух столбиков мы также выполняем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. То есть вот так у нас в этом месте получается. Далее у нас опять 2 воздушные, то есть раппорт уже здесь повторяется, накид, и сразу в следующую арку выполняем обычный столбик с одним накидом. 2 воздушные, и опять у нас рельефные лицевые столбики, вот так, 1, 2, 3, 4, то есть вот это мы пропускаем. 1, 2, пропускаем арку, и вокруг каждого из следующих двух столбиков вяжем по одному рельефному лицевому. Опять 2 воздушные, накид, и сразу же в следующую арку столбик с одним накидом. 1, 2. То есть здесь у нас начинают вырисовываться вот такие вот лепестки. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И также присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.